У каждого места, как и у каждого человека на Земле, есть своя личная уникальная история. История жизни, история мечты, история души. В этот раз мы с вами отправимся в особое, знаковое для нас со Стасом место. Место, с которого 5 лет назад начался мой большой путь к себе настоящий. Мы не будем показывать вам канонические идеальные картинки, нет. Мы не будем рассказывать вам про успех. В этом выпуске мы покажем вам один маленький, но ценный для нас период жизни. Напишем историю, в которой 5 лет спустя мы оба снова обрели самих себя. Мы с вами на Азорских островах, в жемчужине Атлантического океана, вновь обретенной Атлантиде, в природном сокровище Португалии, в моей первой большой исполненной мечте. И в этот раз нам действительно есть что сказать. Первое, о чем хочется говорить, находясь на Азорских островах, это о любви. На первый взгляд это кажется странным, ведь они отделены от всего мира со всех сторон Атлантическим океаном. С одной стороны от Европы, с другой стороны от Америки, поэтому кажутся холодными, закрытыми, несговорчивыми. Да, у них есть свой характер. Некоторые места здесь выглядят особо суровыми. Порой сюда долетают ветра из Арктики, как было в этот раз, когда мы со Стасом сюда приехали. 4 дня из 7, которые мы были здесь, мы застали сильный шторм. И вначале весь этот выпуск был под большим вопросом. Поэтому мы оба, я и Стас, решили отложить все планы и, как обычно, просто пробовать снимать, как у нас получится. Мы не знали, сможем ли мы в итоге показать вам хоть что-нибудь. Не знали, какой будет эта история, и сомневались, стоит ли вам ее показывать. Но история на этом острове писалась сама собой. И я думаю, у нас все-таки что-то получилось. Ведь прямо сейчас вы видите этот фильм. Как я уже сказала, Азорские острова — это максимально удаленное от всего мира место. Крохотная точка где-то ровно посредине гигантского Атлантического океана. И здесь есть жизнь. Да, первое слово, которое приходит на ум, когда ты видишь Азоры, это жизнь. Азоры процветают во всей своей красе, и оттенков зеленого здесь столько, что самый одаренный художник в мире сбился бы со счета. И чтобы лучше прочувствовать это явление жизни и той любви, которая дает сама жизнь, мы с вами отправимся в парк под названием Грета. У Греты есть своя романтическая история. Однажды это место было выкуплено богатым британским купцом, чтобы построить здесь летний домик для своей возлюбленной. И домик, спрятанный в зеленом раю, здесь был. Его долгое время потом передавали, перепродавали в разные руки, и выглядит он сейчас вот так. Когда гуляешь в этом месте, осознаешь и чувствуешь истинную силу природы. Настолько великой мощью она обладает здесь, и как спустя время это особенно сильно проявляется. От этой касситы остались только стены и пару ступенек. Здесь мы с вами вместе можем побывать в научно-фантастическом кино про будущее и увидеть, как будет выглядеть Земля, если на ней не будет людей. Место это сильно атмосферное и, несмотря на первый взгляд, вызывает восхищение. Восхищение самой природой. Ведь именно природа здесь покрывает собой все, что когда-то создал человек. Сама Грета — это поток чудес. Потому что пока на всем острове 4 дня бушевал сильный шторм, мы со Стасом прятались здесь. Второе слово, которое приходит на ум, когда говоришь про Азоры, и которое чувствуется не только на примере Греты, это serenity, как говорят американцы, или другими словами спокойствие и умиротворение. И чтобы понять и прожить это состояние, умиротворение, спокойствие, давайте просто прогуляемся здесь вместе. Давайте послушаем, как же все-таки звучит спокойствие.
Чудо на Азорах — это не только ее парки, которых здесь очень-очень много. Парочку из них мы вам хотим, кстати, показать. Первым хочется отметить Терра Нострум, потому что этот парк, простите, не парк, а ботанический оазис жизни, хранит в себе более 2500 уникальных видов из Африки, Австралии, Америки и даже Новой Зеландии. Некоторые из них есть только здесь. Здесь хранят семена со всего мира, и выглядит это не просто красиво, а волшебно. Когда я впервые увидела это, я почувствовала себя немножко алхимиком. Терру Нострум называют наследием нашей планеты, наследием, которое искренне очаровывает. Второй парк, который мы хотим вам показать, это тоже не парк вовсе, потому что он выглядит как самый настоящий природный рай. И гуляя по этим местам, осознаешь, что рай, который порой мы ищем где-то далеко, находится совсем рядом. Когда-то на Мадейре я расстроилась, что я не увидела 25 водопадов. Вы, я думаю, помните такую историю. Если нет, то нажимайте сюда. Так вот, Азоры решили эту ситуацию в корне поменять. Водопады всех видов и размеров — это большое чудо Азорских островов и особенно Сан-Мигеля, который мы вам сейчас показываем. Водопады здесь есть не только в парках, но и в дикой природе. Вот этот был самый дикий и самый большой в Португалии, который я когда-либо видела. Хайк сюда — это отдельный вид природного искусство, созданное кем-то высшим, кем-то, кто любит саму жизнь. Третье слово, третье чувство, которое включается лично у меня, когда я думаю про Азоры, это свобода. Истинная, настоящая, всеохватывающая свобода. И для меня это тоже про любовь. Хочу еще раз дать вам прочувствовать жизнь здесь, потому что сама жизнь — это явление древнее. И эту самую древность мы с вами можем найти в реликтовом лесу, который вы сейчас видите. Родной живой лес для Азор — это секвойя. Да, точно такой же, как в Калифорнии в США, знаменитый Redwoods, который вы наверняка 1000 раз видели в голливудских фильмах. Для меня обнаружить секвойи на Азорах было полнейшим сюрпризом. Большим, очень приятным. Дело в том, что секвойя — это необыкновенное дерево, оно считается одним из самых высоких деревьев в мире. Секвойя может достигать более 100 метров высоты, с диаметром ствола до 7 метров и продолжительностью жизни до 2000 лет. В каждой поездке у нас со Стасом случается что-то невероятное. Что-то, без чего выпуск не был бы таким живым и таким уникальным. Как, например, на Мадейре это была наша встреча с зябликами. Как, например, в Страсбурге мы нашли медведей. А на Маврикии встретили уникальных людей. Возможно, кадры, которые вы сейчас увидите, вызовут у вас особенные чувства. Возможно, они вдохновят вас найти и открыть для себя что-то большее, как вдохновили меня, когда я впервые попала сюда. Встречу мы эту не планировали, она произошла спонтанно. Я люблю это слово, потому что наверняка вы слышали эту фразу, что спонтанность, внезапность — это способ Бога остаться анонимным. Хочу представить вам наших новых азорских друзей. Знакомьтесь. У каждого ослика своя история, свой характер. Они выражают чувства, как мы с вами. Например, они могут ревновать, грустить или просто любить. Причем любить искренне. Посмотрите в эти глаза. Они все понимают без слов, хотя у них, конечно же, есть свои слова и свой язык. Все они настоящие потомки африканских зебр. Да, именно зебр, которые здесь, на Сан-Мигеле, нашли свой дом. Живут ослики вот в таких домиках, потому что их физиология адаптирована под максимально сухой и теплый африканский климат. На Азорах бывают дождливые месяцы, особенно как тот, в который мы со Стасом приехали.
Поэтому, чтобы осликам было комфортно, для них построили вот такие навесы, в которых мы провели несколько часов. Увидеть их своими глазами и, главное, наобниматься стало возможным благодаря вот этой чудесной девушке. Беттани — природоохранный биолог и человек с добрым сердцем, которая открыла нам целый мир и помогла увидеть нам жизнь другими глазами. Знаете, иногда в жизни случаются такие встречи, когда все делится на до и после, когда начинаешь задумываться о ценности каждой жизни и о жизни вообще, когда видишь, как доверие, тепло и любовь творит чудеса. Наверное, я навсегда запомню фразу, которую сказала Беттани: "Who need this Mars? There are no donkeys on Mars." Кому нужен этот Марс? На Марсе нет осликов. Наверное, так и есть. И то, что мы ищем где-то далеко, находится на самом деле совсем рядом. Если вдруг когда-нибудь вы окажетесь на Сан-Мигеле, загляните в гости к Беттани, и, возможно, вы, как и мы, найдете здесь свои заветные ответы. В шоке. Мало того, что мы попадаем на второго биолога, и это мне очень нравится, и мне прям повезло. Мы еще узнаем столько всего нового, и здесь такие люди удивительные, я не знаю, откуда они берутся. И я так счастлива, что мы встретились. Нам сейчас рассказали, что, оказывается, ослы — это потомки зебр. Вы прикиньте, то есть это африканские животные, которые являются потомками зебр. Они выглядят так же, просто они другого цвета. И они живут точно так же. И им нужно вот это сухое пространство, как в Африке. Но здесь на Азорах постоянно льет дождь. И здесь сейчас такой дождь, что для них вот этот ангар. Я сейчас как ослица тут тусю в их доме, так сказать. В этом путешествии я уже много раз упоминала это особенное явление, погружала вас в особенное состояние, делилась этим чувством serenity, умиротворением, спокойствием. На Азорах умиротворение считывается не только в гостях у осликов или в здешних райских парках, но еще в его величестве, хозяине земли, океане. Как-то так получается, что в конце пути, большого или маленького, хочется благодарить. Благодарить мир и тех, кто тебя окружает, и себя за все, что случилось, что получилось и что нет. На мой взгляд, самое лучшее место для этого на Азорах — это маяк Арнел. Самое северное, самое суровое, самое удаленное место на Сан-Мигеле. Именно тут почти все 7 дней мощно штормило. И именно отсюда 5 лет назад началась моя история к себе настоящей. Когда первый раз я шла по этой дороге, мне казалось, что я никогда не смогу подняться наверх. Местами я шла почти ползком, плакала, злилась, проходила метр, снова злилась, снова плакала и останавливалась. Тогда, 5 лет назад, пройти этот путь для меня было сложно, тяжело и почти невозможно. И я приняла решение, благодаря которому я снова здесь. Благодаря которому тот же самый путь я смогла пройти. И пройти его с легкостью. Я горжусь собой. Каждый день тренировок, каждый день питания. Оно того стоило. 4 года спустя я, которая не могла пройти этот путь, я прям сейчас чуть не до слез. Я задыхалась, выплевывала все, что можно выплюнуть, и плакала. Сейчас я остановилась 3 раза подышать и живая. Блин, ребята, оно того стоило. Я рассказываю вам эту личную историю сейчас, потому что, скорее всего, у каждого из вас есть такой путь, такая недостижимая точка, такой свой маяк, Арнел, который однажды вы не смогли взять. По разным причинам. Я рассказываю вам сейчас это, потому что каждый такой шаг, ваш шаг, был не зря. Каждый шаг имеет свою силу, свой смысл. И за это стоит благодарить. В первую очередь самих себя благодарить. Мне хочется завершить это путешествие именно Арнелом, той точкой, той высотой, которую я все-таки взяла.
чтобы показать вам, что даже если это кажется вам непостижимым, невообразимо сложным, невозможным, свою высоту вы тоже сможете взять однажды. Наверное, это не типичный выпуск, не совсем туристические места, не то, что вы будете искать или находить, когда вы будете открывать список, что мне посмотреть на Азорах, куда мне съездить на Азоры. Скорее всего, места, которые покажем мы вам, не факт, что вы там найдете. Или они не совсем про достопримечательности. Этот выпуск у нас снова получился про чувства, про жизнь, как таковую, саму жизнь. Нам удалось за эти дни, когда не было шторма, но даже когда был шторм, жить эту жизнь. И вот Азоры — это про жизнь в целом. Какой может быть жизнь даже на крохотном острове, насколько это можно назвать, да? На острове, который со всех сторон обдувается, с одной стороны ветрами с Антарктиды, с другой стороны ветрами с Арктики. И мы вот эти ветра прям, так сказать, ощутили на себе. И в этот раз Азоры научили меня двум очень простым вещам, которые, скорее всего, вы знаете. Вы наверняка о них читали 150 книжек, и я о них читала. И опыт подсказывает, и все вроде это так настолько очевидно, но как будто бы в жизни оно теряет. Первая вещь — это ценить то, что у меня уже есть. Потому что когда ты живешь обычной жизнью, и ты привыкаешь ко всему вокруг себя, ты забываешь о том, что на самом деле все эти мелочи, которые окружают, они ценны. Что какие-то простые вещи, которые, может быть, тебе доступны, они как будто бы теряются, и начинаешь все воспринимать как take for granted, как говорят американцы или европейцы. Take for granted — это означает как должное. То есть как будто это все, я не знаю, просто есть и все. И вот в этом состоянии есть сторона, такая немножко не сильно приятная, что вот в этой рутине, вот в этом take for granted, ты перестаешь наслаждаться тем, что у тебя есть. И благодаря вот этому шторму, который здесь случился, я на самом деле вспомнила о тех вещах, которые у меня есть и которые для меня ценны. Это первое. И второе, наверное, самое главное. Будучи здесь, имея какие-то, может быть, даже ограничения в какой-то степени, да, это что у меня не было каких-то вещей, к которым я привыкла или которым мне в открытом доступе, я поняла, как важно наслаждаться простыми мелочами. И я хочу сейчас поблагодарить людей, которые мне встретились в этом путешествии, в этот раз. Это были люди необыкновенные. И для меня это был большой подарок судьбы. На крошечном острове, в котором жителей гораздо меньше, чем в том городе в Германии, в котором мы со Стасом прожили 5 лет. И вот люди, которые помогали нам делать этот выпуск таким особенным. Я хочу вас всех поблагодарить. И тех, кто остался за кадром, и кто не участвовал в съемках, и кто поддерживал нас, вам большой прям привет, респект и любовь. И вы, наши зрители, которые досмотрели этот выпуск до конца, которые слушают сейчас эти все мудрые изречения, и которые уделяют свое внимание, свое время, которые пишут нам комментарии, теплые слова поддержки. Для нас это действительно очень ценно. Дорогие мои, каждый из вас, кто смотрит сейчас этот выпуск, вы большая ценность. Да, каждый из вас нужен этому миру, просто потому что вы есть. И все, что вы делаете, на самом деле не зря. Все это имеет смысл. И ваш путь такой красивый, который вы сейчас проходите, это все имеет смысл. Вы — это дар. Каждый из вас — это дар. И ваша жизнь — это истинная ценность.
в шоке. Это такой курорт, что я от шторма аж в чужую машину ломилась. Соседнюю перепутала. А Ру говорю, скорее, открывайте, открывайте. Никак мы похожи. Есть сходство. Попробуй улыбнись. Получше. Как оно? А если я Бентли покажу? Это можно не снимать. Это можно не снимать. Ну села я неудачно, господи. Покажи. Отлично. Давай останемся тут жить, Стас. Прикинемся кроликами. Давай заведем еще одного зайчика. И Бентли скажем, Бентли, у нас будет зайчик. Времени зря не терять, сразу показал и свой. Офигеть, офигеть. Одна сотая тропы. Это великолепнейшее. Чудесно. Ребята, если вы хотите сюда приехать, качайте жопу. А может, честно.